Всем привет! Сегодня я хочу похвастаться, показать вам, что я сшила на выходных. Мастер-класс я не снимала, готовлю только сейчас. Вот у меня уже все готово. Значит, смотрите, напоминаю, показываю, это у меня модель номер 2 из серии «Как сшить купальники» и модель номер 3 из серии «Как сшить купальники». Эта модель более закрытая, а эта модель более открытая, более такая легкая, да. И к этим двум моделям я сшила одни трусики. Смотрите, рассказываю. Значит, трусики совершенно обычные, классические. Сзади пройму я совершенно вот так спрямила, опустила линию талии на 6 или 7, не помню, сантиметров. И вот такие получились достаточно такие закрытые, ну, можно сказать, классические трусики. Подкладочка сетка, тоже эластичная, и обработка бейкой трикотажной. Смотрите, здесь я просто вот так сделала шнурочек, обычный шнурочек из основной ткани, сделала вот так, пришила сюда, завязала завязочкой, и еще у меня там установила наконечники, да, чтобы вот как бы перекликалось синее с черным, да. Смотрите, здесь я ее просто завязала, то есть пришила и завязала, а с этой стороны я завязала прям вот боковушку, видно, да, вот так. То есть взяла, распустила, вот так собрала и завязала. А теперь давайте посмотрим, в чем же фишка. Одни трусики к двум лифам. Вот этот вариант, когда у меня высокая, ну достаточно высокая боковинка, да, и бантик вот так вот снизу. И этот вариант более подойдет вот к этой модели, да, к закрытой. А вот этот вариант, когда мы с вами боковинку затягиваем, сжимаем, можно сказать, да, она получается вот такая вот здесь вот тоненькая, то есть выглядит совершенно иначе. Вот этот вариант подойдет к вот этой модели, то есть к более открытой. Ну, я думаю, что это у меня, понимаете, у меня так получилось. Почему? Потому что у меня уже был остаток ткани, у меня вот здесь даже идет шовчик, из-за того, что не было, вот, ну это все, это последние кусочки. Вот, поэтому я решила, что у меня один, и этот хочу носить, и этот хочу носить. И я решила, что у меня будет комплект из трех вещей, то есть комплект, купальник из 3 изделий, и я буду менять. Допустим, вот с этим лифом я буду носить вот такой вариант трусиков, уже сказала, да, вот так вот буду завязывать. А с этим комплектом буду носить вот такой вариант трусиков. То есть эти же трусики будут у меня к одному, то есть к 2 лифам. Кстати, что хочу сказать, что оба эти комплекта и даже этот костюм или комплект, как его назвать, тройка, да, я покажу на себе в телеграм-канале «Швейная продленка» чуть позже, да. Смотрите, это я сейчас убираю. Теперь давайте я расскажу об этом комплекте. Это вообще вещь универсальная, ну, для меня уникальная, потому что она у меня родилась вообще неожиданно. Я сначала, наверное, расскажу о ткани. Вот у меня остался кусочек. Когда я покупала эту ткань, было на сайте написано, что называется эта ткань масло корейское. Но на ощупь, я вам точно могу сказать, вот так на ощупь, основной момент, очень похож на кулирку с лайкрой. Достаточно много здесь лайкры. Вот это, я, честно говоря, даже не знаю, как передать. Вот этот вот сам принт, он неровный, он как будто бы прорезиненный, что ли. Вот здесь вот как накатка, вот это вот все вот как прорисовано. Очень надеюсь, что будет видно, понятно, о чем я говорю. В общем, это очень такая уникальная, можно сказать, ткань. Я думаю, что вот этот комплект вполне можно сшить из кулирки. Ну, желательно с лайкрой, потому что чтобы она имела хорошую растяжимость и восстанавливалась. Да, о чем я говорю. Когда вот так вот мы вот так растягиваем, это у меня ширина, вот так растягиваем, она должна восстанавливаться. То есть есть кулирка, которую вот так растягиваешь, и она вот тут вот скручивается, и все, и она не восстанавливается, она так и сидит, лежит, стоит, не знаю. А такой комплект, ну, он должен как бы, да, держать форму, сама ткань должна держать форму. В общем, рассказываю о комплекте. Я начну, пожалуй, наверное, с трусиков. Трусики здесь точно так же выполнены, как синие, но вот здесь у меня достаточно высокая боковина.
боковина, потому что лиф у меня достаточно закрытый. И если, допустим, этот комплект носить как купальный комплект, то есть топ и трусики без юбки, да, конечно же, то трусики должны быть более такие закрытые. Здесь у меня, я, честно говоря, не помню, сейчас я возьму метр и измерю, какой у меня тут по... то есть уже в готовом виде, 13 сантиметров боковина, то есть достаточно такая закрытая, да. Здесь у меня нет подкладки, потому что ткань достаточно плотная, она не светится, и, ну, то есть она не нуждается в подкладке. Просто обработка трикотажной бейкой и ластовица. Ну, естественно, да, ластовица нам нужна, если, неважно, подкладка, не подкладка, то есть ластовица должна быть из хбшной ткани, из натуральной, да. Что касается трусиков, это все. Давайте перейдем к лифу. Лиф топ. Это у нас 4-я модель из серии «Как сшить купальник». Но, конечно же, я его немножечко изменила. То есть я хочу сказать о том, что я показала 4 модели лифа. 4 модели лифа для купальника, и хочу сказать, что не обязательно вы должны в точности все повторять так, как я говорила. Вы можете менять не только ткань, я имею в виду цвет, принт и так далее. То есть кто-то думает, что если вот я показала, то мы должны 100% повторить, и некоторые даже ищут такую же ткань, потому что им очень понравилось то, что у меня получилось, да. Но не обязательно, понимаете, кому-то идет синий, кому-то идет красный, кому-то идет зеленый, кому-то хочется черный, ну то есть это же кому-то белый, возможно. То есть это ваши предпочтения, не нужно повторять за мной. И еще вы пишете... Я вот искала, то есть ждала, так и не дождалась своего для своей груди. Нет поддержки. Поддержка, я показала с поддержкой, но вы можете. Я, кстати, говорила, когда 4-ю модель снимала, 4-ю модель показывала, я говорила, что вот сюда вы можете вставить дополнительно косточки, это будет дополнительная поддержка. То есть вот эта вот модель, вот эта, и 3-я модель, да, вот повторяю, вот эта модель, она достаточно хорошо поддерживает и без косточек. Сюда, кстати, тоже можно вставить косточку, но я думаю, что она здесь не нужна. То есть вот эта поддержка, вы сделаете пошире вот эту вот ленту, вот эту вот, да, поддержку, и будет у вас все замечательно. Но я не знаю, какую нужно иметь грудь, чтобы не поддержать. Вы берете, я еще раз повторяю, чашку по вашему размеру. Если нет по вашему размеру чашку, то есть настолько у вас большая грудь, что нет у вас по вашему размеру чашки, сделайте ее самостоятельно, купите бельевой поролон. Просто по вашему любимому, комфортному бюстгальтеру вырежете, может быть, из кальки, может быть, из макетной ткани, вырежете чашку, нанесите эту чашку на поролон бельевой, вырежете, сшейте, и вот она ваша будет чашка. А дальше дело, как говорится, техники, да, то есть дальше вы делаете все то же самое. И там не нужны косточки лишний раз, чтобы впивалось нам в тело. Зачем? Мы, когда идем на пляж, мы хотим отдыхать, а не чтобы нам там что-то впивалось, понимаете? Вот, поэтому я и говорю, это комфорт, это дополнительная поддержка, не только это, ну и вот я показывала 3-й, то есть 4-ю модель, да, тоже вот так с поддержкой. Но вот эту, я хочу сказать, да, что вот эту модель я, конечно же, изменила. То есть она выполнена практически так же, как и 4-я модель, но смотрите, здесь у меня нет шва. То есть у меня получается сеточка, конечно же, там чашка, конечно же, я все это сшила, вот тут вот все сшила, и тут я подогнула и вставила уже шнурочек. Вот здесь он у меня прошит так же, как и в 4-й модели. Что я здесь еще поменяла, это чашку я зафиксировала вот в этом месте. То есть, когда я сшивала пояс и вот эти чашки, то есть лиф, я здесь зафиксировала сразу и чашку, чтобы она у меня там не ездила. Еще вот эта деталь, она, может быть, выглядит сейчас вот так, да, но я ее выкраивала совершенно прямой, вот так, ровно. Вот эта вот деталь, вот здесь у меня сейчас сборочки мешают, да, ну понятно, вот так, все-таки так надену. В общем, понятно, у меня получается вот так центр,
переда, вот так совершенно ровно, и дальше идет уже, здесь я ничего не меняла, только убирала по боковой линии 3 сантиметра, вот, только вот так отрезала и поменяла, то есть убрала 3 сантиметра, здесь все. Что касается лямки, лямка у меня, она цельная, вот здесь она вшита между слоями ткани, она четко вымерена от этого момента через шею до этого момента. В крайнем случае, если вы не, допустим, не можете вымерить четко, то вы можете вот здесь сделать шов потом, да, если вы опять же не хотите делать завязочки, как вот у меня вот, например, вот на этой модели. Да, то есть, видите, я уже даже не бантик сделала, а вот так на узелок, мне так больше нравится. Почему? Потому что если я надеваю, допустим, шазюбль, вот у меня еще не законченный шазюбль, да, еще смотрите, какая нежнятина, да, вот такая вот, он у меня еще не законченный, и он у меня из менее, то есть из меньшего количества ткани. Вот здесь у меня шов по переду на рукаве, то есть вот вставку пришлось сделать, да, вот так. Здесь не закончено, еще нет обработки и не сшиты боковые швы, ну очень красиво. И вот, допустим, если захочется надеть шазюбль сверху, вот эта часть будет впиваться в вот этот вот в узелок, да, и будет неудобно, и я думаю, что будет некрасиво, будет торчать. А так узелочек или вот такой вот, допустим, вот такой вариант, то будет очень классно. Что еще хотела сказать? Значит, здесь у меня ширина пояса шире, чем я показывала. Опять же, вы можете делать шире, меньше, как хотите. То есть вы можете менять практически все, что я показываю. Я показываю модель, я показываю результат, и я показываю технологию, как можно это собрать. Вот. А то, что вы поменяете, вставите косточки, или вы поменяете какую-то линию, или вы поменяете ту же ткань, или вы еще что-то там сделаете, то есть это уже ваше дело, вы фантазируете сами. Вы, может быть, поищите, допустим, найдете в интернете какую-то модель, и вы сделаете так, но, допустим, может быть, что-то вы найдете полезного в моих видео. Смотрите, здесь еще что? Я не стала делать сборку вот здесь, вот по этой стороне. У меня четко вот здесь вымерена, да, ширина пояса вот этого, который сюда идет. Здесь я не стала делать сборки. И сюда я сделала его, немножечко заузила, вот эту часть, да. Но смотрите, вот здесь у меня тоже идет сборка. То есть я заузила не сильно, а сделала сборку достаточно такую, ну, не сильно большую, да, легкую, чтобы у меня вот так вот получилось, вот такой вот эффект, да, получился. То есть у меня здесь получается топ, который можно носить как топ, как маечку в летний период, когда куда-то там, допустим, на том же отдыхе, да, вы, допустим, где-то гуляете. Вот. Но я имею в виду, вы уехали в жаркие страны или в жаркие города, возможно, и хотите прогуляться. Я уверена, что в таком топе можно гулять и где-то, допустим, вот в курортных городах, да. Что еще здесь поменяла? Да вроде ничего больше. Сейчас завяжу и... Что? Да ничего. Технология та же. Внешне он отличается. Почему? Потому что другая ткань. Он кажется больше. Почему? Потому что вот здесь у меня шире и, соответственно, вот здесь шире. Здесь можно было сделать полностью вот так вот, да, полностью. И, в принципе, и здесь, и без застежки можно было носить этот лиф, этот топ, и надевается он очень даже легко. То есть здесь уже выбор за вами, да, как вы будете его шить, как вы будете его носить. Но я думаю, что все-таки удобнее, конечно, когда есть застежка. Теперь мы перейдем с вами к юбочке. Почему я не стала трусики делать на широкой резинке? Почему? Потому что у меня были планы сшить вот такую юбочку. И юбочка как раз с такой же широкой резинкой. То есть здесь у меня 6 сантиметров и здесь у меня 6 сантиметров. Юбочку я выкроила практически, знаете, вот обычную прямую юбку для трикотажа, без выточек, да, то есть вот талия, причем к талии я немножко добавила бедра, и к низу она у меня чуть-чуть расклешенная получилась, чуть-чуть. То есть я не стала ее делать прям такую в обтяжку облегающую, хотя она выглядит, как будто она прямая, но я ее немножко расклешала, по-моему, на 3 сантиметра. Хочу сказать, что я ее вот так вот вырезала, то есть вырезала на кальке,
спинку в половинном размере, полочку в полном размере. Почему? Потому что у меня разрез сбоку, то есть одна половинка больше, другая меньше, разрез сбоку, и этот разрез я делила вот так на, сколько у меня получилось, по-моему, на 5 частей. Я делила на 5 частей и каждую часть раздвигала на 3 сантиметра. Точно так же я разрезала вот эту часть и разделяла ее также на 4 части, по-моему, или на 5 частей и на 3 сантиметра. То есть одинаково раздвигала одинаково. Вот по этой линии должно было все сойтись. Вот смотрите, я сейчас развяжу вот здесь. Тоже у меня шнурочек, он тоже вставленный. Видите? Вот так получилось. Здесь, вот тут вот я собираю, то есть тут вот я сшила, сделала тоннельки, конечно же, продела туда шнурочки, тоннельки, где-то у меня вот она, закрепочка. Смотрите, здесь уже вот тут вот вырезаем тогда, когда будет сборка. То есть я вот так вот собрала, на себе, конечно же, на себе собрала, посмотрела, что мне тут нравится, не нравится. Собрала как, чтобы вот тут вот оно было все ровненько, да, то есть чтобы подол был ровный. Вот. А дальше уже выкладываю вот этот разрез. То есть, смотрите, у меня здесь булавочки, вон насколько я еще убираю. Я специально, да, сделала, то есть оставила, чтобы вам показать. Когда я не завернула булавочками вот эту часть, он у меня, естественно, заходил вот так внахлёст. Потому что, ну, вот здесь вот я собрала, а эта часть, она у меня вот так вот внахлёст. Естественно, некрасиво. И вы уже прямо на себе выкладываете все это. Смотрите, юбочка у меня тоже не на подкладке. Сшита она у меня на оверлоке, подшита двойной иглой. Здесь я просто тоже пришила с помощью оверлока резиночку. Естественно, пояс двойной. И здесь у меня, честно, я не нашла никакую идею, не пришла ко мне в голову никакая идея, кроме как просто чикнуть ножницами вот здесь 2 дырочки, чтобы вдеть шнурочки. Вдела шнурочки и потом уже вот здесь зафиксировала, и вот тут уже можно будет собрать, да, то есть можно собирать. Можно, кстати, носить его вот так, если кто-то любит, когда завязки болтаются, можно и так, в принципе, почему бы и нет. И тут можно тоже так же. Можно вообще сделать, допустим, короткий шнурочек и просто вот так вот завязывать, чтобы он здесь болтался вот, ну, до тех пор, например, да. То есть тут уже вы делаете, как вам вздумается. Можно вот так носить, наверное, не знаю. Вот. В общем, такой вот у меня пляжный комплект, очень интересный, и я буду его носить. И, кстати, что хочу сказать, все эти модели я покажу на себе в телеграм-канале «Швейная продленка». Если вам интересно, подписывайтесь, переходите по ссылке в описании под этим видео и подписывайтесь, смотрите. Для слабонервных прошу не заходить и не смотреть, но на всякий случай видео будет скрыто. Если вы, допустим, не хотите смотреть, просто на него не нажимайте. Но я думаю, что на сегодня это все. Я уже готова снимать мастер-класс. У меня уже все приготовлено. Вот тканьки, сеточка. И даже смоделировала я уже себе трусики. Сейчас все расскажу, покажу. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю всем классного настроения. До новых встреч!